Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии замечательные, познавательную информацию. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кто постоянно думает о тебе и почему? Сегодня постараемся узнать, девочки, что это за человек, кто он и почему вы у него не выходите из головы, о чем он там думает в связи с вами. Интересно. Так, для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Если вдруг во время сигнификации вы понимаете, на вас не похоже, похоже очень на вашу сестру, подругу Свету, Таню, значит, можете посоветовать им посмотреть это видео. Лучше сбросьте его. Может, оно будет им полезно, интересно. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Звезда, которая вызывает множество сплетен. Вокруг вас прям первая карта вышла. Интересное сочетание. Какие-то такие интересные карты. Так, на вас первое, о чем бы я хотела бы сказать, звезда очень часто уже выходит у меня на сигнификацию вашу. Женщина привлекательная, у кого-то внешность, ну уж не знаю, типаж какой-то кинозвезды. У девочки кто-то известен, может быть, в широких, узких кругах, какая-то медийная личность. В принципе, человек, которого многие могут знать. Интеллект выше среднего по звезде, всегда я считаю. И таланты, наличие таланта, все сюда. Рядом сочетание неимоверно, девочки. Звезда и карта муза, яркая, вдохновляющая. Это карта женщины, которая умеет себя преподнести. Для вас очень важно быть какой-то, знаете, не какой-то там среднестатистической какой-то там, ну, не так серой мышкой. Для вас очень важно вот так выделяться. Вы, правда, выделяетесь. Вы внешне. Опять сюда же таланты, сюда же умение, вот это харизма. Харизма, умение обаять и удерживать фокус внимания на себе. Опять-таки общение. Найдете подход к любому при желании. Тут такая личность, я правда говорю, где-то, может быть, на вас смотрят, тут может и женская зависть, и желание узнать о вашей какой-то, может быть, личной жизни побольше, так как вокруг очень много сплетен, разговоров, женских разговоров. И вот эти вот карты дальше, они мне почему-то говорят о том, что, в принципе, на вас характеристика, опять эти третий уже расклад мне подряд, мораль, открытые ладони. Человек добрый на самом деле, человек, для которого важно в своем окружении также иметь людей, с которыми вы могли бы честно о чем-то поговорить, да, без всяких там, вы знаете, какие-то, когда человек разговаривает, да, и лишний раз иногда боится, что его слова могут как-то перекрутить, может быть, как-то, знаете, что-то домыслить, и потом как-то в исковерканном виде как-то транслировать, да, от лица от вашего. Тут вы хотите быть, ну, вы сами вот чистый, честный человек, и вы хотите бы, чтобы ваше окружение таким было. Но вот эти вот дальше карты почему-то мне говорят о том, что с вами происходит трансформация в каком плане. Вы видите, как вокруг, может быть, люди совершенно с другими моральными установками какими-то, да, которые не разделяют ваше мнение по поводу каких-то честных правил игры. Как будто бы тут идет зарабатывание денег. И где-то, видите, как будто бы люди, ну, добиваются, можно сказать, успеха. Ну, там, по карьерной лестнице, может быть, растут. Где-то социальное, да, положение какое-то, в том числе материалка. Вот тут как будто бы вы смотрите, и вы понимаете, что, ну, очень мало кто разделяет даже ваши вот взгляды на жизнь, ваше видение, вот, может быть, взаимоотношений. Не обязательно мужчины и женщины, в принципе. Тут как будто бы такое ощущение, как будто вы говорите, я как какой-то динозаврик, я со своими вот этими вот
Даже не то, что там устоями, какими-то там принципами. Нет, просто вы уже как будто посмотрите и видите вокруг очень мало людей, которые, ну, разделяют вашу точку зрения. Вот тут как-то так, единомышленников мало. Более того, я же повторюсь, вот как будто вы смотрите, а вокруг люди, которые могут там идти по головам, могут как-то манипулировать, подставлять. И вы видите, эти люди успешны, эти люди как будто бы там чуть ли не семимильными шагами как-то там шагают вперед. Почему-то мне так показано. Так, это о чем? Может быть, отчасти вас пытались втянуть в какую-то игру или пытаются заставить, опять-таки, повторюсь, как играть по своим правилам. А вы говорите, я не хочу, я вот как в этом лабиринте блуждать. Для меня это не выход, я не хочу так. Вы защищаетесь максимально от каких-то, ну, может быть, какие-то, опять-таки, вам проекты какие-то предлагают, или кто-то как будто дружбу типа, да, предлагает, сотрудничество. А вы понимаете, чревато. Сейчас согласитесь, а потом 1000 раз пожалеете. Как будто по картозелье вот протягивает вам этот кубок, вроде бы там вино любви должно быть, да, чистое вино. На самом деле туман, дурман развеивается. Это вы понимаете, в этом кубке отравленное зелье, отравленное это вино. То есть, ну, как минимум, подмена понятий. Вы уже все это осознаете, вы говорите, я не хочу, где-то не хотите, может быть, каких-то левых заработков, левые какие-то, может быть, стрёмные проекты какие-то. Не хотите за это браться, даже мне так идет. Может быть, лишний раз не хотите даже дружбу заводить с так называемыми людьми, которые могут вам обещать там чуть ли не золотые горы. Карта очищения, как будто бы вы понимаете, что слишком дорогую цену вы можете заплатить. У кого-то это я так прям как философию какую-то развела, у кого-то это элементарно касается, там встречаетесь, начинаете общаться, там знакомитесь с какими-то людьми, и вы понимаете, нет, мне с ними не по пути. Опять-таки, может быть, там новые коллеги по работе какие-то, опять-таки, может быть, с мужчиной каким-то познакомились. Вот, ну вот, понимаете, мы разные, и тут какое-то вот такое ощущение, где-то, с одной стороны, вы понимаете, вот если вы себя вели так, как они где-то, и пытались достичь желаемого и способами, ну, те, которые они там применяют, да, какими-то там достижения поставленной цели, вполне возможно, вы были бы более обеспечены, более там, уж не знаю, как-то, материально, да, было бы вам проще. Но с другой стороны, вы не готовы на эти, для вас это жертва, и оно как будто бы оно для вас, оно того не стоит. У кого-то это элементарно, даже, девочки, идет сопоставление затраченных каких-то сил, энергии. Допустим, вам предлагают на работе там, один объем вы какой-то выполняете, да, у нас какой-то стандартный там объем на работе, а вам предлагают, допустим, типа подработку, допустим, это я так условно, и вы, ну и там, соответственно, какую-то вам доплату предлагают за это, и вы вот так сопоставив, вы понимаете, вы будете там в 3 раза больше пахать на этой работе, а зарплату вам будут, допустим, платить, вы понимаете, практически, вот так вот, если посчитать, то там максимум процентов на 30 больше, чем ту зарплату, которую вы сейчас получаете. То есть несопоставимо затраченная энергия, силы, ваше время и то, что вы будете получать. Тут вот что-то такое, как будто бы вы понимаете это, взвешиваете. И в конечном счете выбираете где-то себя, свои какие-то принципы, свое видение собственной жизни. Вот тут так мне идет. Так, могу еще за сплетни бросить. Кто это? Что это? Видите, чем это? Ну, тут сплетни больше идет какая-то даже
ревность, может быть, женщины, тут, ну, женщины изначально, да, я уже это озвучила, как будто бы сплетничают, они чувствуют себя униженными, как будто бы у вас карта Эрос, им кажется, вы там, может быть, более привлекательны, может, выбор у вас есть, может, какое-то внимание на вас больше обращают. Кто-то завидует материалке вашей, им кажется, вы можете себе позволить какой-то уровень по звезде, знаете, это вот вы выделяетесь чем-то, вот, и они видят вашу какую-то, ну, не знаю, уникальность, не уникальность, мы все уникальны по-своему. Но вот почему-то вот такое, как будто бы зависть. Арлекин — это нестандартность во всем, в решениях, в поступках, в мышлении. Тут какой-то, тут, будто бы вот своим поведением этим каким-то нестандартным, плюс тем, что привлекательным, плюс почему-то они считают, вы можете себе материально позволить больше, чем они. Вот это сплетни вызывает. По черной кошке стараются они, конечно, это все держать так в тени, особо не проявляться, да. Может быть, даже транслируют себя такими, знаете, по карте ребенок, это там, вот, типа в друзья навязываться с вами, как будто бы какие-то честные отношения, даже типа выстраивать. Только на самом деле тут карта подарок. Вы ждете от них одного проявлений, как минимум тут подарок, да, какой-то, то есть нормальный. А тут как злобный клоун выскакивает, да, на этой карте изображено. То есть, а тут форс-мажор какой-то. Тут люди могут потом в последний момент даже показать свое какое-то, ну, не знаю, не буду говорить тут злобное лицо, но какие-то эмоции не очень хорошие могут с них как прям вылететь. Они как-то могут себя сами вскрывать, да, свои эмоции. Как будто бы открываться для вас с новой стороны. Не очень приятной. Ну, вот как-то так. Ну, зависть, женская какая-то зависть. Причем тут даже не по одному какому-то критерию. Вот, не знаю, каждый свое, наверное, найдет. Так, кто постоянно думает о тебе? Почему? Кто этот человек, который постоянно о тебе думает? И почему этот человек о тебе постоянно думает? Кто думает о тебе постоянно? Пожалуйста, кто еще не подписался на канал, подпишитесь, не стесняйтесь и поставьте лайки. Спасибо. Почему этот человек постоянно о тебе думает? Девочки спрашивали меня по поводу авторской колоды нашей. Еще раз показываю, рассказываю. Обращайтесь, пожалуйста, в личку. Колода «Иной мир», авторская студия Анна Сава. Такие замечательные карты. По поводу приобретения обращайтесь в личку. Все распишу, расскажу. Вот эти карты. Девочки, еще вот это вот тоже замечательно. Колода карт. И та, на которой я делаю сигнификацию, тоже, девочки, душепорывы. Вот эта карта. Вот такая. Все это авторские колоды. Наша творческая студия. Поэтому, кому интересно, обращайтесь. Извините, так, 5 минут рассказала вам. Так, дальше смотрим. Кто постоянно думает о вас, да? И почему этот человек о вас думает? Так, кто этот человек? Постоянно этот человек думает о вас. И почему он думает о вас? Кто этот человек? Почему этот человек думает о вас постоянно? Итак, кто постоянно думает о вас? Почему? Начинается вампирушка, звезда. Ух ты мой, дьявол. Всадник.
очень похоже на мужчину. По карте всадники, дьявол. Но сейчас уточню. Да не, ну что тут уточнять? Мужчина. Я так вижу, я так считываю. Ну, первый мне выпал на него вампир. В принципе, характеристика человека, который привык больше брать, получать от жизни, от людей, от взаимодействия с людьми, чем давать. Опять-таки, карта звезда на него все-таки выпала. Человек может быть известен, повторюсь, в каких-то широких узких кругах, внешне привлекателен, умеет вот этот интерес к себе вызвать, да. Кстати, может идти за какой-то мечтой, быть ведом вот какой-то этой мечтой, прикладывать усилия. Чем такой, знаете, если он горит этим, то тут может быть, знаете, как какой-то идейный вдохновитель прям идет, может в коллективе как будто бы быть вот этим идейным вдохновителем, людей вести за собой даже. Так, внешне привлекателен, интеллект выше среднего, наличие талантов. Внешне, кстати, может быть иногда, когда с ним вот познакомишься, да, если он особо не заинтересован там сразу в установлении контакта, да, то он может произвести впечатление человека такого, может быть, холодного, даже надменного. Там, кстати, и на вас характеристика звезда, да, падала. Это тоже и вас касается. Тоже кто вас близко не знает, может тоже сразу вас считать. Как корона на голове. Женщина такая, цену себе знает. Вот насчет него то же самое тут. Так, по дьяволу и всадник рядом. Ну, смотрите. Это сочетание говорит о том, что мужчина, ну, любит женское общество. Как минимум любит красивых женщин, да, окружать себя. Привык, опять-таки, если карта всадник, это человек, который прискакал, когда ему захотелось, назовем это так. Пришел, увидел, победил, да. Получил все, что хотел. Ну, спасибо, пожалуйста, до свидания, да. И может опять раствориться где-то в тумане, да, особо не беря какой-то там дальше ответственности, не выстраивая там каких-то отношений долгоиграющих. Ну, дьявол и всадник, тут так огонь, да, вот. Сексуальный, привлекательный, для него сексуальная сторона его жизни имеет огромное значение. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Но тут как будто бы у меня такое ощущение, как будто бы это раньше вот во всю эта история могла проигрываться. Потребитель, тут чистой воды потребитель. Опять-таки, если не свободен, тут вообще нет карт, говорящих о том, что его семейное положение, тут нет ничего об этом. Но, допустим, если такой типаж не свободен, то человек может вовсю тут где-то дополучать, да, добирать вот этих каких-то сексуальных историй, самоутверждаться, вот это такое как будто в прошлом. При этом по звезде тут самомнение будет здоров, и вполне возможно он даже женщин таких каких-то находил, которые ему с удовольствием лишний раз ему подтверждали то, что да, ты самый лучший, да, ты там необыкновенный. И опять подчеркну, больше берет. Такой как будто бы дальше, вот сейчас, не знаю, карта свеча, тут развал. Ой, почему-то мне хочется, конечно, так хотелось бы так прочесть это, как будто бы, может быть, есть женщины, помимо того, что он тут, я думаю, потреблял вовсю, у кого-то, кстати, и зависимости могут быть разного рода по дьяволу. Ну, сами понимаете, разные могут быть зависимости. Но тут будто бы его, может быть, как охраняли, оберегали, вполне возможно, как будто бы кто-то даже по карта свечи мог даже молиться за него, мог какие-то даже как чистки делать, да. Но при этом, как правило, это делают, когда у человека начинаются проблемы, да, может быть, со здоровьем, может быть, в принципе, какой-то, может быть, мама, там, не знаю, бабушка, и, может быть, какая-то женщина, хотел сказать, любимая, я не знаю.
Ну, какая-то женщина могла как молиться за него, за его здоровье. Но дальше показано, как будто бы эти молитвы, ну, у кого-то, может быть, прекращение этого было. Может быть, человек слишком уж где-то заигрался. Но тут карта, говорящая о том, что даже вот это вот желание где-то его защитить, соломки ему подстелить, как будто бы вот обращение там к высшим силам, чтобы у него все было хорошо. Даже это его не защищает от чего? От того, что в его жизни происходит какой-то развал. У кого-то тут прямо, вот если тут женщина бежала, могло быть, ну, со стороны женщин какой-то очень нехороший такой ему посыл. Может быть, даже заслуженный, потому что первая карта вампир на него ложится, знаете. Но тут показано в жизни у этого мужчины развал. Где-то, может быть, все не так, как он хотел бы. Вот случается сейчас. И вообще такое какое-то состояние, вот видите, карта на волоске. Это может касаться где-то у кого-то здоровья, не приведи Господи, у кого-то семейное положение, взаимоотношения в семье, у кого-то работы, каких-то деловых взаимоотношений. Почему-то он чувствует себя очень уязвимым, как будто в любой момент может он пострадать. То есть нет уверенности в завтрашнем дне. Но несмотря на это, человек тут что-то пытается, как-то, смотрите, какой великий стратег, он тут что-то как военачальник какой-то, пытается тут выстроить, может быть, тут предвкушение, не знаю, каких-то своих свершений, каких-то новых деловых этих, я не знаю, что тут у них, может быть, проекты какие-то новые, там, как будто бы планирует, ну, что человек может планировать, ну, какой-то успех получить, там, может, в личной жизни, может, тут, скорее всего, в финансовой какой-то сфере, эти монеты все-таки тут лежат. Человек как бы не чувствовал себя сейчас как вот подвешенным, да, на этой волосинке даже. Он все равно тут что-то пытается, ну, планы строит, как максимально, может быть, максимально с минимальными потерями выйти из этой какой-то трудной ситуации, в которой он находится. Карта, видите, тут на карте написано сбежать. Сбежать откуда-то. Может быть, если в семье проблемы, тоже думает, все тут развал и все по швам трещит в семье. Если это в коллективе, может быть, там проблемы, да, там финансовые какие-то, развал этой фирмы, то же самое. В любом случае, человек думает, как драпануть оттуда, как ему максимально быстро, и повторюсь, так, чтобы не навредить себе еще больше, как вот избежать этого даже краха какого-то. Так, человека, в принципе, характеризует тут по этой карте скрытые мотивы. Мужчина, который держит кинжал за спиной, и это все фоне, вот тут силуэт женский еще есть. То есть он втихаря от женщины там планирует что-то от какой-то женщины. Или это, в принципе, его поведение в отношении всех женщин. То есть он оставляет за собой право где-то скрывать свою там личную жизнь, может быть, какие-то у него запасные аэродромы, может, в принципе, вот скрытые мотивы, какая-то двойственность. Ну, опять-таки, человек, который привык хитрить, юлить, не договаривать, ну, как-то так, как минимум перестраховщик, как минимум человек, который вы можете с ним прожить долгое время в союзе, и потом через 30 лет узнать там какие-то такие о нем вещи, у вас волосы дыбом, о том, что вы с таким человеком жили, не догадывались, да, о нем. При этом показано, что человек на самом деле очень не глупый. Карта старейшины может обращаться там постоянно за советом, там, к более каким-то умудренным опытом, там, то ли товарищам, друзьям, коллегам. Тут как будто бы и пользуется вот этим коллективным разумом, если можно так сказать. Он может даже вот этот опыт какой-то, полученный от, опять-таки, старейшин, от каких-то мудрых людей. То есть он может чему-то обучаться, ну, там, курсы какие-то заканчивать по повышению квалификации. Как минимум у него хватает ума обращаться к этим людям и пользоваться их вот накопленным этим опытом, интеллектом каким-то. То есть очень не глупый человек. Ну, такого мне мужчину показали. Вот этот товарищ думает о вас.
Постоянно думает о вас. Почему он думает о вас? Что-то в его жизни тут разрушается. Может быть, даже сразу по нескольким фронтам. Почему он думает о вас постоянно? Так, первая карта — это карта посланник высших сил. Женщина, которая несет свет, добро. Может быть, даже приносить в жизнь других людей, вот, опять-таки, что-то светлое такое. Тут хорошая мамочка, заботливая очень. Такое вот, почему он о вас думает. Потому что, ну, таких людей немного на самом деле. При этом показано, он думает о вас, потому что где-то сейчас о вас он знает меньше, чем до того он знал, да, вот недавно, допустим, вот там, если взять полгода назад, там, или год назад, у кого какие сроки, то раньше от вас, о вас он знал намного больше. Сейчас как будто бы информация о вас закрываете, то ли вы сами сознательно, то ли, ну, в силу разных причин, ну, мало информации о вас. Раньше, может быть, он считывал какая-то любовная, то ли зависимость, то ли, ну, знаете, у кого-то больная привязанность, созависимые отношения. Вот эта карта — зависимость. А сейчас он не понимает ваше отношение к нему. Опять-таки, карта иллюзия, грязь, букет. Раньше, мне так кажется, этот человек был уверен в вас, наряду с тем, что ваши тут какие-то моральные качества. Тут еще он видел вас довольно-таки наивную, какую-то, может быть, не слишком искушенную, ну, где-то в любовной даже сфере, в каких-то любовных манипуляциях, вот в чем-то таком. Вот карта иллюзий. Какую-то женщину, которую довольно-таки, он считал, легко погрузить в эти иллюзии, опять-таки как-то настроить, манипулировать. Может быть, даже, ну, некрасиво скажу, вот втянуть в какую-то, тут карта грязь, даже какую-то не очень красивую историю можно втянуть, как будто бы вот внушить вам, допустим, что какой-то формат отношений, но я по-другому не могу прочитать эту карту, карта грязь, иллюзии, карта букет. Тут как будто бы ему, с одной стороны, он видел вас очень привлекательной по карте букет, с другой стороны, где-то по-детски наивной, доверчивой, да, и, может быть, считал себя суперасом, который может там внушить какую-то вам идею, поменять, может, ваше видение каких-то взаимоотношений, как будто навязать что-то, как будто бы он мог вам. То есть вы вполне могли там жить, считать, что какой-то формат отношений для вас неприемлемый, но из-за того, что там влюбились, или он на вас имел колоссальное влияние, вы могли поддаться в его понимании и соглашаться то ли на какие-то форматы, то ли какая-то двусмысленная какая-то такая ситуация, которая, по большому счету, я хочу сказать, карта грязь, это не очень для вас хорошо было. Как минимум, вы этого не заслуживали. С какими-то вот чистыми тут намерениями, с помыслами. А в отношении вас, как минимум, какая-то двойственность. Но никто такого не заслуживает, как будто бы. При этом карта букет, вот эта грязь, иллюзия, это вполне возможно, человек прекрасно понимал, если он там не свободен, что вам он форматов никаких более серьезных дать не может. Или же опять, общаясь с вами, параллельно мог иметь еще какую-то связь. Но при всем при этом его настолько к вам могло как это, притяжение это сумасшедшее какое-то было. И карта букет — это какой-то роман такой яркий, это как курортные романы. Вот я просто примерно описываю. И вот это вот человеку хотелось вот этого всего, эйфории какой-то, вот самого-самого такого романтического, конфетно-букетного этого периода какого-то, ну, наполнения, вот. Так вот, почему он думает о вас постоянно? Потому что как будто бы тут сейчас он, может быть,
вас видит уже совершенно другой. Карта змея, тут мне в этой колоде хотелось бы это считать как женщина, которая мудрая уже. Может быть, на своем это болезненном опыте стала мудрой. Сексуально привлекательная змея, это тоже это искушение. Вы также привлекаете, но тут уже добавилось с вашей стороны, ну, как будто бы избавилась девочка от иллюзий, от этих. Если раньше вы, допустим, видели только верхушку, да, айсберга вот эту вот, а все, что вот под низом, вы как будто бы даже не догадывались о нем, допустим, о его каких-то поступках, о своей роли, которую он там видел, вашу роль в взаимоотношениях, да, в каких-то, как будто бы вот у него одно видение было, а у вас совершенно другое. Вот как, а тут сейчас вот женщина в полной мере осознала, карта горы, это какие-то непреодолимые препятствия. Может быть, знаете, избавилась от этих розовых очочков и увидела ситуацию такой, какая она есть. Плохой, хороший, не в этом дело. Просто насколько она как будто бы не соответствует тому, эта ситуация не соответствует той, которую там вы себе в голове нарисовали. Опять-таки, где-то наблюдает за вами еще, наблюдает, ну тут и думает, тут думает о вас человек постоянно. Почему? Потому что где-то вы показываете себя, карта реализации, ну, как птица Феникс из пепла, да. Из пепла раскрываете крылья и, несмотря ни на что, стараетесь где-то, может быть, искать себя, пытаться реализоваться. И тут эта карта следующая мне говорит еще о том, что он наблюдает за вами, он прекрасно понимает. То следующая это метафорическая карта. Тут вот как птицы. И тут бабочки, птицы, тут единение двух людей, мужчины, мужского и женского. Как будто бы он понимает, что вот в таком состоянии, как вы сейчас, женщина, которая, может быть, поверила в себя, женщина, которая, несмотря на какие-то трудности, нашла в себе силы и начинать с нуля. Видит женщина вас, которая расправила крылья, женщина, которая где-то не дает сама себе там скучать, может быть, даже лишний раз думать о том, что было в ее жизни раньше, так, не так, как будто бы вы стремитесь сейчас кто-то, может быть, даже какие-то шансы добрать, те, которые раньше были упущены, не с ним, а в отношении себя, своей жизни, своей реализации, своей мечты. И он понимает, что такая женщина, она привлекательна для мужчин. То есть он понимает, что пара у вас, если уже нет пары, тут он думает, может быть, что есть у вас пара, есть человек, который вас поддерживает, с кем есть даже то слияние тут души. Может быть, он думает, вы даже счастливы с этим человеком. Даже если вы ни с кем сейчас не в паре, то он понимает, что женщина такая, она яркая, наполненная, она очень привлекательна для мужчин. Вот поэтому еще следит, думает о вас. Так, давайте еще. Почему на вас думает? Выскочила карта, вот карта Лилия. Ну, это характеристика прекрасная на женщину. Это чистота помыслов, сама по себе красивая, как цветок, нежная. Так. Почему он думает о вас? Не знаю, даже смотрите, говорит, вроде все закончено, карта гроб, да, она, карта княгиня, прекрасна. Ну, кто-то из вас не свободен, кстати, может быть, он тоже говорит, что она не свободна, она может быть замужем. Вроде бы по карте смерть, она очень меняется. И мне интересно, как к ней ключики подобрать. Правильно понимаю, как ключики к вам подобрать? Ну да, вы привлекательны. По карте сила вы притягиваете его. Это вот по силе, это когда женщина манкая, она тут изображена женщина, которая может приручить и льва. То есть, по идее, своей какой-то даже мягкостью, может быть, даже своим каким-то отстранением, нежеланием, может быть, самой даже как-то проявляться, самой о себе, как бы напоминать о себе. Вот сила в вас заключена, это и женская, в том числе сила и харизма. Вот вы этим притягиваете, то есть вы имеете власть над ним, он особо это контролировать не может, хоть, может быть, и пытается человек. Так. Почему?
при этом он видит вас женщиной, которая как будто бы никому ничего не хотела бы доказывать. Вот так вот, знаете, карта сад, социум, карта лед, отторжение и ваша карта. Тут женщина, которая особо не ищет там друзей каких-то, я имею в виду, знаете, каких-то там покровителей, друзей. То есть для вас вы сами по себе ценны, вам не нужно кому-либо, повторюсь, еще что-то доказывать и за каким-то самоутверждением тут бегать. Тут как-то нету вам смысла, и вы как будто бы, опять-таки, не самоутверждаетесь там через мужчин. Тут самодостаточная женщина. Необычная. Тут необычная женщина, сильная, самодостаточная. Вот тут как-то так. Тут как будто бы он даже особо не видит, как он может повлиять на вас. Тут трудно даже ему понять, как к вам, может быть, даже вот этот ключик подобрать. Так, вот так. Мне сегодня такой вышел расклад, девочки. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.